Санторини — действующий вулкан и, наверное, одно из самых романтичных мест на Земле, куда отправляются сделать предложение, отпраздновать свадьбу или провести медовый месяц. Привет, я Юля, и добро пожаловать в Ио на Санторини. Ио, белоснежно-синий поселок на севере Санторини, считается одним из самых красивых городов Греции. Именно здесь самый лучший вид на кальдеру вулкана и замечательные закаты. Ио считается визитной картой Санторини, и благодаря своей популярности это довольно дорогая визитная карта. Поэтому мы туда приехали всего на 2 дня. Давайте я вам расскажу подробнее, чем можно заняться в Ио. Первое must-visit место — это бухта, рыбацкий порт Амолди-Бэй. И также расположенные там рестораны, где можно попробовать свежую рыбу и морепродукты. А самое сложное — это сюда добраться, потому что К этому порту ведут ступени. 250 скользких ступеней, если быть точным. Поэтому лучше иметь для этого удобную обувь. Но если вы не любитель таких нагрузок в отпуске, то пробраться через эти ступени также можно на осликах. Выглядит, конечно, прикольно, но пахнет не очень, откровенно говоря, потому что ослики прямо на этих ступенях справляют свою нужду. Мы пришли туда на обед, когда не было очень много людей, выбрали столик с видом и наслаждались свежими мидиями, рыбой и вином. Думаю, это было отличное начало медового месяца. на самом деле, по большому секрету, чтобы не идти вот эти вот все ступени скользкие, можно просто ехать на машине или на такси. Вот прямо сюда. В Ио нет пляжей. Для пляжного отдыха есть более подходящие места, но это тема другого видео. Однако и в Ио можно найти места, чтобы поплавать, если очень захочется. Одно из них как раз находится возле этой бухты Амолди-Бэй. Для тех, кто уже спустился с этих ступенек, можно обойти этот склон. Потом пройти вдоль скалы по не самым удобным и безопасным камням. И вуаля! Да, это не совсем пляж, но тут можно зайти в воду, поплавать и даже нырять со скалы. Я не поплавала, потому что был очень сильный ветер. Но Лёша поплавал, потому что он смелый и не боится холодной воды. Теперь мы вернулись и идем обратно по этой гигантской лестнице. Зато вид отсюда потрясающий. Ровно до этого момента. Как может быть по мне видно, мы дошли до 200 какой-то ступени, это уже почти самый верх. Единственное, наверное, что помогает продолжать идти, это вот эти виды. Отдельного внимания стоит дом, где мы остановились в Ио. И в целом Санторини — это больше про небольшие бутик-отели, апартаменты, небольшие домики, которые управляются семьей. Тут не стоит искать таких классических отелей в стиле Мариотта.
Мы остановились в настоящем доме морского капитана, который был построен, внимание, в 1864 году. В Ио домов, которые сохранились с того времени, буквально пара штук. Дом частично вырублен в скале, а его интерьеры сохранили элементы классических пещерных домов XIX века. Даже широкие дощатые полы довольно редки для Санторини и встречаются только в особняках, построенных богатыми морскими капитанами. То, что находится вот за вот этой вот всей стеной, уже находится в пещере, то есть так под землей. И там вот такая дверь, маленький коридорчик, санузел и лестница наверх. Там есть еще одна спальня с окнами. Самое популярное занятие в Ио — смотреть прекрасные закаты. Тут, конечно, есть несколько опций, откуда это можно делать, и самая простая бесплатная опция — просто выйти на улицы Ио в закатное время и смотреть закат. Но нужно быть готовым, что вы там будете не одни, там будет толпа людей, которые будут смотреть закат. Вы, наверное, видели вот эти вот прекрасные фотографии с закатами. Знаете, кто их еще видел? Все. Поэтому улицы Ио, замок, вот эти все самые популярные споты, откуда можно смотреть закат, заполнены людьми. Куча людей на улицах, и чтобы посмотреть закат из мест, где он виден, нужно стоять в гигантской толпе. Если вы хотите смотреть закат в более приватной обстановке, то вы можете забронировать тур на яхте, забронировать столик в ресторане или забронировать жилье, из которого будет вид на закат. Я, когда бронировала жилье, я думала, что у нас будет замечательный вид. И у нас на самом деле замечательный вид на Калдеру и весь остров. У нас замечательный вид на вот эту самую популярную часть Ио, которую вы видели на всех фотографиях. Но закат вон там. Поэтому, если вы хотите выбирать жилье, из которого вы сможете видеть закат, не тусуясь в толпе, то выбирайте не на вот этой части острова, а вон на той, которая смотрит в ту сторону. Я надеюсь, я понятно объяснила. Я знаю, вы ждали, и вот он тот идеальный момент, чтобы поставить лайк под этим видео и подписаться на мой канал. Также, если вы хотите спонсировать развитие этого канала, то вы можете выбрать функцию «Супер спасибо», которая уже здесь подключена. Это позволит сделать единоразовый донат. Кстати, чтобы смотреть закат, мы заранее позаботились об ужине и сделали это максимально местным способом. Вы же понимаете, что местные не ходят в эти дорогущие рестораны с видом. И если вы тоже не хотите разориться в своем отпуске, то вы можете поискать супермаркеты и таверны, куда ходят местные. Поэтому мы днем заранее зашли в мини-маркет, купили вино, оливки. Чуть позже в таверне взяли на вынос греческий салат, фаву, это такой как хумус, и сувлаки. Итак, это сувлаки, классический такой греческий фастфуд. Пита, мясо, овощи и картошка. И единственный лайфхак, который я знаю по этому поводу, это то, что когда вас просят, с чем вам делать сувлаки, вы отвечаете with everything. Сувлаки и вид. Возможно, вам уже стало интересно, как живут местные на Санторини, кто там живет и предоставляет все вот эти услуги туристам. Нам тоже было интересно, и поэтому мы поинтересовались у них напрямую. Водитель нашего трансфера из аэропорта рассказал, как греки из других частей страны приезжают на Санторини на сезонную работу. Это очень тяжелая сезонная работа. Because you know this island became rich suddenly. Whoever had here, because I'm not local, but I know. Whoever had here a field or a yard or a small house or whatever, he could make hotel. And the employees here, that the workers, we are from the rest area of Greece. I'm from the north, from Thessaloniki. 8 months you work with no day off, 12 hours at least. So after everybody here is leaving from the island, we are going all down home.
And we are sleeping 1 month maybe. Because Wow. we are That's very great. tight. But the salary is double. The middle average is about 700 a month. I think 700, it's like minimum wage in Lithuania. И насчет греков, которые постоянно живут на острове и предоставляют свое жилье в качестве отелей. Как бы странно это ни звучало, но самое лучшее время на острове для них было, когда начался ковид. И казалось бы, это нелогично, они же зарабатывают деньги на туристах. Но, видимо, они зарабатывают достаточно, чтобы год с лишним при маленьком количестве туристов наслаждаться пустым островом, делать с друзьями барбекю. И тем более сам остров за последние 10 лет очень сильно поменялся. Сейчас там есть и больница, и кинотеатр, и даже стоматология, чего раньше не было, и нужно было за этим ездить на главную землю. Завтрак, конечно, очень вкусный, но что самое прекрасное есть в этом месте, это, конечно, вид. Sorry. Вид на то, как другие люди фоткаются на фоне вида. С фотографиями на Санторини отдельная история. Видели вот эти вот фото с красным летящим платьем? Так вот, наш дом был ровно в той точке, где эти фотографии делают. И это отдельный бизнес, где девушки в аренду дают вот это платье с длинным подолом, ведут ее в специальное место. Один человек это платье трясет, а другой делает фотографии. И еще очереди, чтобы сделать фотографии в самых популярных местах, большие очереди. И еще таблички, чтобы люди не лезли на частную собственность просто ради фотографии. Но мы также видели людей, которые приезжают сюда в свадебных костюмах и просто с фотографом ходят и фотографируются. И это выглядит очень странно, как фейковая свадьба, просто для фоток. Видно, что они прям страдают, что им жарко и неудобно. Я люблю делать фотографии сама, снимать видео, вот это все. Мне нравится это в формате сохранения воспоминаний, как будто бы фотографии и вот это все это вторично, и гораздо важнее получить этот опыт пребывания здесь, реально насладиться моментом, потому что Санторини — это замечательное место, чтобы приехать на романтический отдых. Я этого не очень понимаю, напишите вы в комментариях, что думаете. В целом из занятий в ИА, кроме ресторанов, шопинга, бесконечного фотографирования, наблюдения за закатами, больше ничего и нет. И это довольно дорогой поселок, чтобы там надолго останавливаться. Стоит ли ИА вот этого всего хайпа, который вокруг этого поселка существует, потому что вот эти вот все самые узнаваемые фотографии из Санторини, это все из ИА, и он считается таким прям iconic place, который вы обязательно должны посетить, если вы приехали на Санторини. И в целом я с этим согласна, что если вы уже сюда прилетели, то стоит сюда приехать хотя бы на один день, просто чтобы увидеть эти виды, посмотреть вот это все своими глазами, погулять по этим улочкам. Но сам поселок довольно небольшой, и он очень туристический. Хотя нет, есть еще одна активность, о ней я расскажу в следующем видео, поэтому не забудь подписаться, чтобы его не пропустить. Спасибо за просмотр этого видео, желаю хорошего дня, приятных и беспроблемных путешествий. Пока!